Новая версия мирного плана The Washington Post раскрывает детали. Никакого энергетического перемирия, заявили в Кремле. Все это под новые комплименты Трампу от Лаврова. Как забрать замороженные российские активы, уже знают. В Еврокомиссии обещает согласовать механизм до Рождества. Венгрия усиливает энергетическое сотрудничество или зависимость от Москвы. Петер Сиярто снова поговорил с Лавровым. США таки выйдет из НАТО. В Конгресс внесен законопроект о выходе из Альянса. Камбоджа и Таиланд снова воюют. Трамп пообещал позвонить обеим сторонам. Россия и Китай подняли истребители над Японией. НАТО усиливает ПВО, а Германия ловит российских шпионов. Больше никаких звонков из-за границы. В России хотят ограничить входящие. Здравствуйте! На нашем канале только главное. Смотрите, чтобы быть в курсе. Обязательно подпишитесь. С вами «Один день» и я, Андрей Данилевич. Начинаем со срочной новости. На главного фигуранта коррупционного скандала в Украине Тимура Миндича было совершено покушение в Израиле. Об этом в зале суда сообщил Игорь Коломойский. По его словам, нападавшие уже задержаны, а ранение получила домработница. Он добавил, что злоумышленники перепутали дом и вошли в подсобное помещение, поэтому попытка оказалась неудачной. Больше подробностей он пообещал рассказать во время следующего судебного заседания. Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ окончательно выиграл суд об экстрадиции в США, сообщает агентство Bloomberg. Высший региональный суд Вены постановил, что вердикт суда низшей инстанции, заблокировавший экстрадицию Фирташа в США, является окончательным, поскольку прокуратура не уложилась в срок подачи апелляции. Судебные разбирательства длились более 10 лет. В 2014 году Дмитрий Фирташ внес рекордный залог в размере 145 миллионов долларов. Американская прокуратура пыталась привлечь Фирташа к суду в США, обвиняя его в намерении дать взятку индийским чиновникам за содействие в организации добычи титана. Дмитрий Фирташ обвинение отрицает и заявляет, что США таким образом пытаются влиять на украинскую политику. США, Украина и европейские союзники обсуждают новую, значительно уточненную версию мирного плана из 20 пунктов. Об этом пишет The Washington Post. Издание ссылается на несколько высокопоставленных американских и европейских чиновников, участвующих в переговорах. По их данным, документ стал более конкретным и впервые включает фиксированные сроки вступления Украины в ЕС, схему безопасности и параметры возможной демилитаризации. План состоит из 3 частей, собственно, мирного документа, соглашения о гарантиях безопасности и программы восстановления. Ключевое отличие от предыдущих версий – детальное описание будущей линии прекращения огня. Вдоль всего фронта предлагается создать демилитаризованную зону и вторую, более глубокую зону без тяжелого вооружения. Обсуждается и возможный корейский вариант – фиксированная линия разграничения с отложенным решением статуса спорных территорий. При этом Вашингтон настаивает, что Запорожская АЭС не должна оказаться под российским контролем и допускает международное управление. Одним из главных новшеств The Washington Post называет ориентир на вступление Украины в ЕС в 2027 году. США, по данным источников, готовы давить на Венгрию, чтобы снять блокировки. В сфере безопасности предлагаются гарантии, аналогичные статье 5 НАТО, тогда как Киев добивается их ратификации Конгрессом. В экономическом блоке обсуждается использование как минимум 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов и создание Украинского фонда развития с участием BlackRock и Всемирного банка, который может привлечь около 400 миллиардов инвестиций. По оценке источников газеты, новый проект стал более структурированным и значительно конкретнее предыдущих предложений, переданных в Москву последние недели. Никакого энергетического перемирия. В Кремле не поддерживают идею президента Украины Владимира Зеленского о введении моратория на удары по энергетической инфраструктуре в зимний период. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обсуждает именно мир, а не частичные перемирия. В первую очередь я оставлю сейчас какие-то нюансы, но мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в Совете Федерации и вновь изложил российскую трактовку войны. От благодарности КНДР за освобождение Курской области до утверждений, что лишь Трамп понимает первопричины конфликта. Также он упрекнул Еврокомиссию и Великобританию в том, что они мешают Вашингтону достичь договоренностей согласно мирному плану Трампа.
не могу не упомянуть то, что единственный западный лидер, который заботится о правах человека в данной ситуации, получается тоже Дональд Трамп, потому что в тех предложениях, которые, надеюсь, не раскрывая большого света, в тех предложениях, которые Стивен Уитков привозил, которые обсуждались подробно с президентом Российской Федерации, специально сказана необходимость обеспечить на Украине, там, что останется от Украины, права национальных меньшинств, религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами. Несмотря на необходимость признать реалии, откровенно деструктивную позицию по украинскому вопросу занимают Лондон, руководство Еврокомиссии в Брюсселе, большинство стран-членов НАТО и Евросоюза. Инвестировав весь свой какой-никакой политический капитал в войну с Россией руками и телами украинских граждан, они по-прежнему в безнадежной политической слепоте тешат себя иллюзией так или иначе победить нашу страну. Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать. И к этому ответу мы уже готовы. Беларусь усиливает внимание к обороне на фоне милитаризации западных стран, заявил на заседании Совбеза Александр Лукашенко. Он обвинил Польшу, Германию и соседние государства в наращивании военных бюджетов и численности армий, подчеркнув, что Минск и Москва никому не создают угроз. Лукашенко напомнил о размещении российского ядерного оружия в стране и сказал, что Беларусь готовится к обороне, чтобы предотвратить войну. Я не стану глубоко вникать в проблему милитаризации западных стран, особенно государств, которые находятся вблизи нас, с которыми мы граничим. Вы эту тему хорошо знаете, но мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию. Польша, Германия, другие государства, даже небольшие, с которыми мы граничим, они не только увеличивают военные свои бюджеты, но и пытаются увеличить армию примерно в 2 раза. Встает простой земной вопрос. Если кто-то что-то делает, значит, ему для чего-то это надо. И не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние России и Беларуси. Вот знаете, мы им создаем такие глобальные проблемы, что надо тратить миллиарды долларов на вооружение и расширение армии. Мы ни на кого не собираемся нападать, нам всего достаточно, знаю позицию России, но надо чем-то обосновать эти траты, в то время, когда народ нищает. В Брюсселе заявляют, что Европейская комиссия почти согласовала схему, которая позволит получить поддержку большинства стран ЕС для нового пакета финансирования Украины. Антонио Кошта подчеркивает, юристы и технические эксперты доводят механизм использования замороженных российских активов, и решение ожидает уже 18 декабря. Речь идет о плане привлечь до 90 миллиардов евро для поддержки украинской армии и базового финансирования. Однако Бельгия, где находятся основные активы, не дает согласия. Сейчас мы работаем над уточнением решения, чтобы найти юридическое и техническое решение, которое получило бы согласие всех или, по крайней мере, квалифицированного большинства государств-членов. Европейская комиссия проделывает очень хорошую работу, работает в тесном контакте со всеми национальными правительствами, и я считаю, что мы очень близки к тому, чтобы получить решение. И для меня ясно, что 18 декабря мы примем решение. В Москве Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сиярто на фоне очередных споров вокруг энергетического курса Будапешта. Перед встречей Сиярто сообщил, что оператор газопровода «Туркстрим» переезжает из Нидерландов в Венгрию. По его словам, это стало возможным после договоренности с Вашингтоном, который снимает риск американских санкций для финансовых операций по обслуживанию трубы. Будапешт настаивает, поставки российской нефти и газа остаются для страны ключевыми, и защищать их приходится и от юридического давления ЕС, и от политических претензий Киева. Брюссель постоянно юридически атакует наше энергетическое сотрудничество, и оно также сталкивается с атаками со стороны Киева. В последние дни и недели нам пришлось предотвращать новые атаки. В результате мы решили перенести компанию, которая управляет газопроводом «Турецкий поток» из Нидерландов в Венгрию.
Благодаря соглашению с Соединенными Штатами будут обеспечены условия для работы, финансовые операции, связанные с эксплуатацией газопровода «Туркстрим», не будут подпадать под санкции. Поэтому турецкий поток продолжит работать без перебоев, несмотря на все юридические и финансовые атаки после переноса управляющей компании из Нидерландов в Венгрию. Подпишитесь на «Один день» и становитесь его спонсором. Ваша поддержка помогает нам оставаться независимыми. В Конгрессе США республиканец Том Месси инициировал законопроект о выходе страны из НАТО. В пояснительной записке он утверждает, что Альянс утратил свою первоначальную миссию после распада Советского Союза, а его дальнейшее расширение на восток противоречит обещаниям, которые, по словам Месси, Вашингтон давал Москве в начале 90-х. Документ напоминает, что с 1999 года НАТО приняло новых членов, доведя сухопутную границу с Россией более чем до 1500 миль. А это, как утверждает конгрессмен, стало ключевым фактором усиления напряжения и угроз, отраженных в российских стратегических доктринах. Боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи вспыхнули вновь после ночного инцидента 8 декабря. Таиланд заявил о неспровоцированном ударе камбоджийских сил, в результате которого погиб солдат, и ответил авиаударами по целям на территории соседней страны. Пномпень обвинения отвергает. Столкновения охватили несколько участков границы, стороны применяют артиллерию, реактивные системы и дроны. Эвакуированы сотни тысяч людей. Эскалация стала продолжением июльского конфликта, после которого при участии Малайзии и лично Дональда Трампа удалось заключить хрупкое перемирие, но оно быстро дало сбой. Таиланд обвинял Камбоджу в новых провокациях и фактически заморозил выполнение договоренностей. Камбоджа отрицала нарушения. Основой спора остаются размытые границы, нанесенные французской администрацией Индокитая более века назад, и давние претензии на районы вокруг храма Преахвихэр. Сейчас Камбоджа заявляет о готовности к переговорам. Таиланд требует подтверждения искренности и зовет к деэскалации на своих условиях. Дональд Трамп отреагировал на обострение ситуации между Таиландом и Камбоджей и пообещал в среду лично позвонить сторонам. За 10 месяцев я закончил 8 войн, включая Косово, Сербия, Пакистан и Индия. Они тогда сходились лбами. Израиль и Иран, Египет и Эфиопия. Вы об этом не знали? Армения и Азербайджан. И мне неприятно это говорить. Одна называется «Камбоджа, Таиланд». И она вспыхнула сегодня. Завтра мне нужно сделать телефонный звонок, и я думаю, они поймут. Кто еще может сказать? Я собираюсь сделать телефонный звонок и остановить войну двух очень мощных стран. Таиланд и Камбоджа. Они снова пошли друг на друга. Но я это сделаю. Так что мы устанавливаем мир через силу. Этим мы и занимаемся. Япония сообщает о росте активности российских и китайских ВВС вокруг своих границ. Токио поднял истребители после совместного полета двух российских Ту-95 и двух китайских H-6, к которым в Тихом океане присоединились 4 истребителя J-16. Маршрут проходил между Окинавой и Мияко в районе Международного пролива. Одновременно в Японском море были замечены российские А-50 и 2 Су-30. Министр обороны Синдзиро Коидзуми назвал действия Москвы и Пекина демонстрацией силы и выразил обеспокоенность национальной безопасностью. Он подчеркнул, что японские истребители соблюдали процедуры опознавания. Россия заявила, что полет длился около 8 часов. Инцидент произошел на фоне другого спорного эпизода. Япония утверждает, что китайские палубные истребители навели радар на японские самолеты. Пекин это отрицает. Коидзуми отметил, что Китай не предоставил достаточных данных о своих учениях. Силы самообороны не получили никакой конкретной информации относительно масштаба или воздушного пространства, в котором палубная авиация «Леонина» будет проводить учения. Более того, не было никакого нотам, указывающего время, место или долготу учений, и не было заранее выдано навигационных предупреждений для судов. В результате информации, достаточной для избегания опасности, не было. В Германии начался процесс по делу о предполагаемом шпионаже в интересах российской спецслужбы. Перед судом 3 выходцев из Армении, ныне граждане разных стран, которых обвиняют в слежке за проживающим в ФРГ мужчиной. По данным прокуратуры, они должны были выманить его на встречу в кафе во Франкфурте, чтобы подтвердить личность и собрать дополнительную информацию. Жертва – гражданин Грузии, участвовавший в боях в Украине, которого Москва обвиняет в военных преступлениях. Он сам обратился в немецкую полицию, заподозрив, что за ним наблюдают. Следствие рассматривает версию, что операция могла быть подготовкой к возможному покушению.
Охрана воздушного пространства на восточном фланге НАТО – ответственность всего Альянса, заявил во вторник в Румынии парламентский госсекретарь Минобороны Германии Нильс Шмидт. 5 истребителей Еврофайтер ВВС ФРГ были направлены в Румынию в начале года для выполнения миссии воздушной полиции НАТО. С момента полномасштабного вторжения России в Украину самолеты НАТО неоднократно поднимались на перехват беспилотников, залетавших в румынское воздушное пространство. Мы прекрасно понимаем, что европейские союзники должны взять на себя большую ответственность в рамках НАТО для более эффективного реагирования на угрозы нашему союзу. Мы также изучаем новые направления сотрудничества с немецкими партнерами в сфере модернизации оборонных возможностей. Укрепляем сдерживание и оборону в регионе Черного моря, а также поддержку, предоставляемую Украине и Республике Молдова. Для нас, для немецкого правительства, совершенно ясно. Защита восточного фланга ЭПА – это ответственность всего НАТО. А значит, и ответственность Германии. Поэтому мы здесь. Поэтому здесь наши военно-воздушные силы. В России предлагают ввести новый фильтр на связи за границей. Международные входящие звонки смогут проходить только при предварительном согласии абонента. Инициаторы уверяют, мера должна снизить число мошеннических вызовов. Однако это очередное ужесточение контроля над коммуникациями. Только за последнее время в стране уже ограничили работу популярных мессенджеров, запретив в них голосовые и видеозвонки. Теперь под регулированием оказываются и обычные международные вызовы. Эксперты отмечают, что такие решения сокращают доступ россиян к внешним каналам связи и делают цифровую среду все более закрытой, в то время как официальные власти объясняют происходящее необходимостью повышения безопасности. Мы говорим о главном. Смотрите, подписывайтесь, оставайтесь с одним днем.